Привет! Ежегодно миллионы туристов приезжают в Израиль и Египет отдохнуть на великолепных пляжах Красного моря. Все эти люди просто в восторге от невероятной красоты подводного мира этого моря. Но немногие из этих туристов задумываются, какие опасности подстерегают их в водах Красного моря. И первая опасность – акулы. Их нападение на туристов происходит каждый год. Но есть и хорошая новость. В Эйладский залив Красного моря в Израиле акулы не заплывают. Поэтому вероятность нападения акулы на Эйладском курорте равна нулю. А вот встреча с дельфинами вам гарантирована. Морские скаты. В Красном море их несколько видов. Скаты имеют на конце хвоста один или несколько ядовитых шипов. Укол такого шипа чрезвычайно болезненный, а восстановление очень длительное. Опасность заключается в том, что некоторые виды скатов зарываются в песок, и их можно не увидеть. Но мастером маскировки, безусловно, является рыба-камень или бордовчатка. Одна из самых ядовитых рыб в мире. Раны от ее плавников смертельны, так как содержат нервно-паралитический яд, а заметить ее среди камней и кораллов крайне сложно. Плавать эта рыба практически не может, а ползает по дну с помощью грудных плавников. Еще одна рыбка – крылатка. Яркая, необычайно красивая, но ее плавники содержат сильнейший яд нервно-паралитического действия. Этот яд идентичен яду кобры. Известно несколько смертельных случаев. Крылатки, как правило, медленно плавают у дна и первыми не нападают. Мурена потенциально опасна для человека. Длина взрослой мурены достигает 3 метров. Обитают мурены в расщелинах кораллов и активны в основном ночью. У мурены широкая пасть, а челюсти усыпаны маленькими острыми зубами. При укусе мурена повисает на жертве, словно бультерьер, и, тряся челюстью, наносит рваные раны. Но мурены не трогают людей, если их на это не провоцировать, а нападают лишь на тех, кто проплывает слишком близко к ним или настойчиво преследует и шарит руками в расщелинах кораллов, где они обитают. Все, кто хоть раз плавал на коралловых рифах Израиля или Египта, наверняка видели яркую рыбку с оранжевыми и синими полосками. Эта рыбка обитает как в глубоких водах, так и на мелководье и носит название рыба-хирург. На первый взгляд может показаться, что эта рыбка очень дружелюбная, и она с вами играет. Но все не так просто. У нее в хвостовом отделе есть острый, как лезвие, шип оранжевого цвета. И защищая свой ореол обитания, она может наносить хвостом резаные раны, которые невероятно болезненные и очень долго заживают. По собственной инициативе эта рыбка не будет атаковать, но злить ее точно не стоит. И если вы видите, что она вьется около вас, как будто играет, будьте осторожны. Рыбы-клоуны, или, как их еще называют, немо, не опасны. Но актинии, вблизи которых они обитают, имеют ядовитые щупальца, при соприкосновении с которыми можно получить очень болезненные ожоги. Рыба-кузовок, он же аротрон. Прикольная рыбка, за которой интересно наблюдать. Но при сильном стрессе, когда рыбка чувствует, что ей грозит опасность, всей своей кожной поверхностью она выделяет тетрадотоксин.
так что хватать его руками точно не стоит. Тридакна. Абсолютно безвредно, но не стоит совать руку в открытую раковину, потому что она закроется, и ваша рука останется в ее плену, пока этот моллюск не расслабится. А расслабиться он может минут так через 10-15. Хорошо, если вы аквалангист и у вас есть достаточное количество кислорода, ведь оторвать этого моллюска от коралла практически невозможно. Морские змеи – это одни из самых опасных обитателей Красного моря. Яд этих змей во много раз токсичнее яда кобры. Однако токсины морской змеи всасываются в кровь очень медленно, поэтому у укушенного есть достаточно времени, чтобы обратиться в больницу. Морские ежи. Счастье, что большинство видов ведет ночной образ жизни, но не все. Наступив на морского ежа, вы будете иметь в ступне обломки его колючек, которые тяжело достать, и они вызывают сильнейшее воспаление. Медузы. В Красном море смертельно ядовитых медуз нет, хотя и от тех медуз, которых здесь можно встретить в весенний период, можно получить приличные ожоги. Не менее опасны кораллы Красного моря. Ни в коем случае не наступайте на них и не трогайте их руками. Раны от кораллов болезненны и заживают несколько месяцев. Самый опасный из кораллов – огненный коралл, который совсем не коралл. Вернее, коралл, но не настоящий, а его дальний родственник, относящийся к классу гидроидов или коралловых полипов. На щупальцах таких полипов располагаются стрекательные клетки, которые вызывают болезненный ожог. После такого ожога нередко образуются долго не заживающие язвы. Токсин этого гидроида имеет белковую природу, и в ряде случаев может развиться аллергическая реакция. Но, как правило, все заканчивается тошнотой и насморком. Так как огненные кораллы неподвижны, то, само собой, они не нападают на человека. И в каждом случае, когда страдают люди, виноват только сам человек. Запомните, не трогайте то, что вам не знакомо. И еще, не плавайте над поверхностью кораллового рифа, если от поверхности воды до него меньше метра. Вас просто может бросить на кораллы волной. Что же делать, если, несмотря на все предосторожности, избежать неприятностей все-таки не удалось? Прежде всего, промойте рану водой, желательно горячей, и обратитесь за медицинской помощью. Конечно, все эти рыбки, моллюски и кораллы – ничто по сравнению с нападением акулы. Но именно они могут доставить массу неприятностей, и вероятность этих неприятностей гораздо выше, чем вероятность нападения акулы. Друзья, я надеюсь, что это видео было полезно вам. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы как можно больше узнать об Израиле. Всем замечательного, насыщенного отдыха, ярких впечатлений и помните, что жизнь прекрасна, если в ней есть место для путешествий. Всем пока!